Как долго жили люди на Руси? Какое при этом у них было здоровье? Давайте посмотрим, что об этом нам известно из сохранившихся источников. Французский капитан Жак Маржерет, состоявший при дворе Годунова, Лжедмитрия и Шуйского, в своем сочинении «Состояние российской державы и Великого княжества Московского», впервые напечатанного в Париже в 1607 году, сообщает нам следующее. Многие из русских доживают до 80, 100, 120 лет и только в старости знакомы с болезнями. За исключением царя и главнейших вельмож, никто не признает лекарств. Многие лекарства находят даже нечистыми. Пилюли принимают весьма неохотно. Промывательное же, мускус, выхухоль и другие подобные средства ненавидят. Чувствуя себя больным, простолюдин обыкновенно выпивает добрую чарку водки, всыпав в нее заряд ружейного пороха или смешав напиток с толченым чесноком, и тотчас идет в баню, где в сильнейшем жару потеет часа 2 или 3. Так лечится простой народ от всех болезней. Чуть позже, в 1630-40-х годах, Адам Алиарий, ученый, географ, математик из Восточной Германии, посетил наши земли и оставил свои наблюдения в своем рассказе «Описание путешествия Галштинского посольства в Московию и Персию». И вот что он пишет про здоровье на Руси того времени. «В России вообще народ здоровый и долговечный. Недомогает он редко, и если приходится кому слечь в постель, то среди простого народа лучшими лекарствами, даже в случае лихорадки с жаром, являются водка и чеснок. Впрочем, знатные господа теперь иногда обращаются к совету немецких докторов и к настоящим лекарствам». Еще позже австрийский барон и дипломат Августин Мейерберг, посетивший Россию с дипломатической миссией в 1661-62 году, в своем отчете написал про здоровых стариков следующее. «Странно сказать, а при такой беспорядочной жизни обоих полов в Москве многие из них доживают до глубокой старости, не испытав никогда и никакой болезни. Там можно видеть сохранявших всю силу 70-летних стариков с такой крепостью в мускулистых руках, что выносят работу вовсе не под силу нашим молодым людям». Кроме этих сообщений, нам также известно, что на праздновании столетия Отечественной войны 1812 года присутствовали не только ее очевидцы, но даже и ее ветераны, о которых было написано много статей. К примеру, «Вековики Отечественной войны» в газете «Могилевский вестник» от 11 июля 1912 года. Ветераны даже приняли участие в богослужении, которое состоялось на курганной высоте у памятника «Благодарное Отечество, положившим живот на поле чести». Вот как описывает это богослужение сам император Николай II в письме к своей маме. «Дорогая моя мама, давно хотел я написать тебе, но времени все не хватало. Сколько впечатлений пережито, и таких светлых, что становится трудно описать их. Конечно, самыми приятными днями было 25 и 26 августа в Бородине. Там все мы прониклись общим чувством благоговения к нашим предкам. В довершение всего удалось привести несколько стариков, помнящих нашествие французов. Но самое главное, между ними находился один участник сражения, бывший фельдфебель Войтенюк, 122 лет. Подумай только, говорить с человеком, который все помнит и рассказывает всякие подробности боя, показывает место, где был тогда ранен и так далее. Я им сказал стать рядом с нами у палатки во время молебна и следил за ними. Они все становились на колени сами с помощью палки и сами вставали». Также участники и ветераны были запечатлены в первом русском историческом фильме «Отечественная война» 1812 года, выпущенном в прокат как раз в юбилейный
1912 год. Давайте сейчас взглянем на эти кадры, чудом сохранившимися до наших дней. В газете «Одесские новости» 11 июня 1914 года, спустя 2 года после празднования столетия Отечественной войны, сообщили о смерти кишиневского ветерана Акима Евтюняка в возрасте 122 лет, как самого старшего из участников Отечественной войны 1812 года, о котором как раз писал своей маме император. Также нам известны другие долгожители. К примеру, 113 лет прожил Хруцкий Константин Викентьевич, уроженец Гродненской губернии, называвшим себя участником русско-турецкой войны. Еще один известный воин, Щегловский Василий Романович, уроженец Харьковской губернии, герой турецкого и крымского походов, участник боев за Очаков, начал свою службу еще при Елизавете Петровне, рядовым в Хексгольском полку. Был в том отряде, который в Судакских горах мужественно выдерживал в продолжении 18 дней беспрерывные атаки турок. В 1787 году он сопровождал императрицу Екатерину II в ее поезде из Киева в Херсон. Здесь, танцуя на балу императрицы, он обратил на себя внимание своими живостью и умением танцевать, и императрица пожаловала ему золотую табакерку. Во время этого же путешествия Щегловский еще раз был награжден императрицей бриллиантовым перстнем за быстрое исполнение возложенных на него поручений. Был лично награжден графом Потемкиным саблей, капитанским чином и Георгиевским крестом, но в дальнейшем, предположительно из-за ревности графа к польской княжне, был арестован и сослан в Сибирь. После был помилован и удостоен личной встречи с императором, о чем была написана заметка «107-летний старец в Петербурге». Умер в возрасте 108 лет и был погребен в Петербурге на Лазаревском кладбище Александра Невской лавры. Говоря про Александра Невскую лавру, нельзя не вспомнить также про схемонаха-подвижника Патермуфия Половцова. Долгие годы он провел, сидя на дороге между Петербургом и Новгородом. Его видели на одном и том же месте в любую погоду, без крыши над головой и почти без пищи. 30 лет старец ни с кем не говорил, но имел дар прозорливости и рассуждения, а тем, кто с верою спрашивал о чем, отвечал минами и верно. В глубокой старости Патермуфий поселился в Александро-Невской лавре и скончался здесь 26 ноября 1825 года на 126 году своей жизни и был погребен у северных ворот Тихвинского кладбища. Другой православный подвижник, Антоний Алексеевич Монкин, родился в семье крепостных крестьян в 1730 году. В возрасте 7 лет во время бури он пропал из дома и был найден через 3 недели в поле у ручья, где питался все это время росшим на берегу горохом. С этого времени началась его жизнь юродивого. Поначалу он жил у племянника, часто надолго уходил в лес, возвращаясь из своего уединения в Задонский в честь сретения Владимирской иконы Божьей Матери монастырь. Вскоре принял подвиг юродства. Не принимая монашеских обетов, он хранил целомудрие, вел аскетическую жизнь, отличался смирением, простотой, нестяжательством. Заболев, он за 2 недели предсказал свою кончину. Скончался 29 сентября 1851 года в возрасте около 120 лет. А вот что писал о питании
и отношение к холоду у русских английский капитан Клемент Адамс во время своего путешествия в своей книге «Первое путешествие англичан в Россию» в 1553 году. Русский переносит холод выше всякого вероятия и довольствуется самым малым количеством пищи. Когда земля покрыта глубоким снегом и окостенела от сильного мороза, русский развешивает свой плащ на кольях с той стороны, с которой дует ветер, и сыплется снег, разводит в себе маленький огонек и ложится спиной к ветру. Один и тот же плащ служит ему крышей, стеной и всем. Вообще, русские соблюдают посты очень строго и ничего не едят, кроме овощей и соленых припасов. Как мы видим, по всем этим сообщениям иностранцев и современников, суровые условия жизни русских, такие как закалка холодом, простая пища с большим количеством постов, а порой и недоеданием, употреблением лука и чеснока, а также пользование баней, позволяли русским иметь крепкое здоровье, недюжинную силу, которой завидовали иностранцы, и, как итог, долгие лета их жизни, превышающие человеческий век.